О чем бы вы ни размышляли, вы становитесь подобными этому, потому что ум может принимать бесконечное количество форм. Чего бы вы ни желали, ваш ум принимает его форму. Вот почему ум человека, который желает только богатства, золота, денег, сам превращается просто в копилку и больше ничего. Потрясите его, и вы услышите внутри звон монет, больше ничего. Чего бы вы ни желали, вы уподобляетесь объектам своих желаний. Так что осознайте то, чего вы желаете, потому что в уме своем вы становитесь этим. Та идея, на которой вы постоянно сосредотачиваетесь, получает от вас энергию. Вы подпитываете ее своими мыслями. Если вы постоянно говорите себе, что вам не хватает денег, вам действительно не будет хватать денег. Если вы постоянно будете убеждать себя в том и вкладывать в мыслеформу соответствующие негативные эмоции, вы будете напитывать эту мыслеформу. Она будет набирать силу. У мыслеформ есть одна особенность. Они стремятся к претворению на видимом плане. И поэтому они все чаще будут создавать ситуации, в которых вы будете ощущать недостаток денег. Деньги не придут, потому что вам нравится их наличие или не нравится их отсутствие. Если вы проанализируете свои мысли о деньгах, то выясните, что в них полно противоречий и предубеждений. Поскольку у человека существуют негативные убеждения в сфере денег, эти мысли начинают реализовываться, привлекая соответствующие ситуации. Если человек так или иначе не принимает деньги, он обязательно выбирает себе работу, где ему будут платить очень мало, в то время как в другом месте за такую же работу платят в 2-3 раза больше. В сфере денег, как, впрочем, и в любой другой сфере жизни, важно научиться нейтрализовать негативные программы жизни, а это бывает трудно сделать, не зная техник работы с созерцаниями законов действия энергии изобилия. Проделайте очень простое упражнение. Закройте глаза, расслабьтесь, и когда почувствуете умиротворение, задайте себе вопрос: стремлюсь ли я к процветанию? Простой вопрос, на который так и хочется ответить утвердительно. Но он не так прост, как кажется с первого взгляда. Какой ответ пришел вам первым? Какое чувство в вас поднялось сначала? Какие ассоциации появились? Ответы бывают разными, начиная с «нет, не стремлюсь» и заканчивая «да, я хочу процветания, но не готов ничего сделать для этого». Эти мысли, которые присутствуют в вас, конечно же, получают развитие в физическом плане. Даже если у вас благополучная жизнь, наличие сомнения, что это долго не продлится, притягивает ситуацию, когда ваша жизнь изменится и вы будете испытывать трудности. Удивительно. Люди стремятся к процветанию и благополучию изо всех сил, но сами же отвергают его. Ну что же делать? Ответ вы уже давно знаете. Начать исследовать свои убеждения в сфере денег и заменять их новыми мыслями. Сколько денег вы можете принять в свою жизнь? Вы опять ответите: чем больше, тем лучше. И опять вы говорите неправду. Вы примете ровно столько, сколько позволят вам ваши мысли. Остальное будет либо потеряно, либо растрачено так, что вы потом будете разводить руками, не зная, куда подевались все деньги. Ведь так часто бывало, когда жизнь выдавала вам премию, у вас неожиданно появлялись деньги, и так же быстро они исчезали. На данный момент существует конкретная сумма, которую вы можете притянуть в свою жизнь. Может ли меняться эта цифра? Конечно, может. По мере вашего роста она будет увеличиваться или уменьшаться. Все зависит от той задачи, которую поставило перед собой ваше собственное «я». Одни пришли в этот мир работать с большими деньгами, а другие с маленькими. Когда вы наберетесь мудрости, то у вас сместятся оценки богатства и бедности. Мудрость заключается в том, чтобы перестать играть в игры больше-меньше.
перестать жаловаться на жизнь и правительство, а проанализировать свои мысли в сфере денег и начать строить жизнь такой, какой вы хотите ее видеть, спокойно принимая те уроки, которые вы будете проходить. Также очень популярны еще два заблуждения, в частности, деньги – это хорошо и деньги – это плохо. Деньги не хороши, не плохи, это нейтральная сила, которая получает окраску добра или зла в зависимости от уровня развития владельца. С помощью денег можно спасать людей, с их же помощью можно убивать. Если вы считаете, что деньги – это плохо, берите их в свои руки и творите добро. Если вы полагаете, что богачи – это злодеи, которые гребут все под себя, берите деньги в свои руки. Научитесь зарабатывать и направляйте их на строительство детских домов, на создание садов и воздвижение храмов, куда угодно, но только не играйте в игры плохо-хорошо, оправдывая свое бездействие. Бездействуя, оправдывая себя и обвиняя в своих неудачах других, вы тем самым отрицаете свой творческий потенциал. Вы не даете ему реализоваться, а это приводит к печальным последствиям. Вы можете разрушить себя как личность. Если в вас вызрел бутон удачи, не дайте его растоптать. Чтобы иметь деньги, вы должны визуализировать точную сумму, которая вам нужна. Для денег магнитом является конкретная цифра. Такие мысли, как «хоть что-то» или «сколько будет, все ладно», в сфере денег не работают. Вернее, они работают в том смысле, что вам будет дана сумма минимальная, чтобы хватило на пропитание, не больше. Если же вы хотите реализовать какие-то планы в какие-то конкретные сроки, вы должны точно знать, какая конкретная сумма вам нужна. Тогда именно такое количество энергии и денег придет к вам. Всем добра, удачи и любви.